Привет всем! Вы на канале Cook to Survive with Formula One. И сегодня я расскажу, чем наградили Себастьяна Феттеля за лучший результат по обгонам в сезоне 2021. Мы обсудим последние новости из мира Формулы-1 перед непосредственно Гран-при Бахрейна. И пока мы все вместе с нетерпением ждем новый сезон Формулы-1, я поделюсь с вами своими ощущениями от просмотра последнего сезона Drive to Survive. Это, конечно, ну ладно, без спойлеров пока. Как бы вы оценили свой сезон? Ранее в сериале. Одним коротким словом. Дерьмо? Какой кошмар! Ну и, конечно же, сегодня у нас будет очередной кулинарный шедевр. Это один из популярных завтраков, в принципе, в восточных странах и, в частности, в Бахрейне. Это балалит. Если коротко, балалит – это традиционное сладко-соленое блюдо, которое широко распространено в таких странах Персидского залива, как Кувейт, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн. Как правило, балалит подают на завтрак, и в большинстве случаев он состоит из вермишели, сахара, кардамона и шафрана, а также обязательного омлета. Итак, сегодня нам понадобится 200-250 грамм тонкой, именно тонкой вермишели. Это классический выбор для этого рецепта. 2 домашних яйца. Вот такая пиала с сахаром. Здесь где-то 4 полных столовых ложки сахара. Сливочное масло грамм 40. И обязательно 2 классические восточные приправы. Кардамон и шафран. Важный момент про шафран. Эта приправа как героин среди приправ. 1 килограмм шафрана по стоимости доходит до $2000. На самом деле все исходит из того, что это очень сложная в производстве приправа. В оригинале шафран — это высушенные рыльца пестиков цветков крокуса. В каждом цветке только 3 штуки таких пестиков. Для того, чтобы собрать 1 килограмм, нужно обработать около 150 тысяч цветков. А цветет крокус, внимание, только 10-15 дней в году всего лишь. Только представьте себе, какой труд используется для его сбора. Ну и помимо этого всего, я могу долго рассказывать про шафран, остановлюсь только на том, что он обладает свойствами полезными, которые позволяют излечивать более чем 100 различных болезней. Все, поехали готовить. Итак, ребят, я бы уже начал готовить, но я не могу начать, пока я не расскажу вам самые последние свежие новости из мира Формулы-1. Стоило мне в прошлом выпуске, посвященному тестам и моим прогнозам на начало этого сезона, рассказать о том, как я хотел бы, чтобы Ника Хюлкенберг оказался за рулем болида Формулы-1 в 2022 году, как бам! Эта новость случилась! Себастьян Феттель заболел коронавирусом, и теперь мы все сможем увидеть Ника как минимум в первой гонке этого сезона. Вы знаете, ребят, я очень рад за Ника, но в то же время, конечно, я немного расстроен тем фактом, что я не увижу Себастьяна на первом гран-при, тем более, что вот совсем на днях еще одна шикарная новость. Себастьян наконец-то получил свою награду, заслуженную за 132 обгона в прошлом сезоне. Я не уверен, что она его прям так сильно радовала, но он выглядел достаточно позитивным. И вы знаете, в прошлом году много обсуждалось, что вроде бы приз есть, а какая награда будет гонщику, ну, абсолютно непонятно. И все было очень весело, то есть Себастьян, там ему прислали такую коробку, он распаковал ее, и там была огромная такая стеклянная банка черных конфет. Что-то типа того. Какое-то послание еще от спонсора, но это было реально прикольно, весело. Все-таки вот американцы умеют делать шоу, и формула становится более открытой, более такой, может быть, хайповой в какие-то моменты. Ну что, давайте начнем готовить. Ну что, ребят, нам понадобится сковорода. Наливаем масло, забрасываем часть вермишели и обжариваем ее до золотистого цвета. Смотрите, у нас сразу практически вообще вермишель как бы схватывается, да. Пока наша вермишель обжаривается, давайте начну рассказывать про свои впечатления от 4-го сезона Drive to Survive. Если честно, я его так ждал, ну, сами понимаете, откровенно,
самая первая причина разочарования моего – это, ну, наверное, чрезмерно завышенные ожидания. Потому что, ну, прошлый сезон был просто захватывающим, потрясающим, неожиданным, полным интриг, событий, каких-то неожиданных развязок. Ну, когда такое было там? Может, никогда вообще в современной или в принципе в эпоху Формулы-1 за всю ее историю не было такого, чтобы титул разыгрался на 3 последних кругах там из 20 с лишним гонок. Ну, понятно, что у меня были очень высокие ожидания к этому сезону. Я был уверен, что ну кто там, американцы, выкачают вообще по максимуму просто эту историю и привлекут вообще миллионы новых болельщиков Формулы-1. И, надо сказать, трейлер выглядел очень задорно, очень многообещающе. В этом сезоне 4-й сезон «Жажды выживания» будет бомбой. Дико жду «Жажду выживания». Это будет просто чума. Скандалы в спорте лучше, чем скука. Давайте 20 серий. Перчатки сброшены. И что же мы получаем после таких завышенных ожиданий? В итоге на протяжении 10 серий этого сезона я не понял вообще этой истории борьбы за титул. Она где-то в начале проскользнула, потом появилась в конце. И такая очень какая-то прозаичная концовка. Столько важных моментов было просто вот выброшено. Столько моментов было упущено. Ну, я просто сейчас устал бы вам их все перечислять. Команд 20 пилотов, 22 гонки. Борьба очень плотная. Они соприкоснулись. Вторым быть никто не хочет. В итоге на финише 4-го сезона все свелось просто к тому, что там сценаристы перечислили все основные моменты, которые были, прозаично их пересказали. Там, я вообще не увидел ничего такого, что я не увидел бы раньше в трансляциях гонки. Ну, это как-то было очень банально. Где все эти, за что мы любим Drive to Survive, инсайты, изнутри взгляды? И это борьба за титул. Побеждает Макс Ферстаппен. Нет! Давай, Льюис. Спокойно, мы сделаем этих гадов. Переросла в войну. Черт! Невиданный сезон. Если чего-то хочешь, ради этого пойдешь на все. Нет, это было неправильно. Это уникальный сезон. Молодец! Поехали. Где история, как все закончилось в конце? Где же пьяный Тото Вольф, который плясал через несколько часов после того, как его пилот проиграл титул в драматической борьбе, а уже плясал на вечеринке, его носили на руках? Где истории из судейских комнат, если это было возможно? Где их, может быть, комментарии после гонки? Ну, ребята, там скандал был как бы на все межсезонье вообще. В общем, жесть. Возможно, сложность с показом битвы за титул осложнилась тем, что фактически будущий чемпион мира Макс Ферстаппен отказался сниматься в новом сезоне, после того, как ему не понравилось, как его показали в 3-м сезоне. Уверен, что это тоже, конечно же, сыграло какую-то свою роль. Но давайте опустим битву за титул. Давайте посмотрим на все остальное. Если честно, первые серии вообще хотелось проспать. Давайте разбираться с другими командами. Так, смотрите, наша вермишель достаточно обжарилась. Она уже красивого золотистого цвета. Добавляем сюда воду. Ох, у нее интересный такой жареный аромат получился. Так, и сейчас мы сюда сразу же добавляем остальную вермишель, которая будет вариться вместе с той, которая обжарилась. С помощью такого простого фокуса мы сделаем по итогу интересную двухцветную вермишель, и они будут контрастировать между собой в том числе и по вкусу. Итак, варим буквально 3 минуты. А пока продолжим. Что же мы узнали в этом сезоне про одну из самых легендарных команд в истории Формулы-1? Что нам показали в Drive to Survive? Конечно же, я говорю про Ferrari. Практически ничего мы не узнали. Как, ребят, как? Неужели там не было что рассказать? 2 молодых и талантливых гонщика весь сезон сражались с Маклареной, с проблемами своей машины, с давлением. Думаю, это одна из самых интересных и сбалансированных пар пилотов в чемпионате. И это печально, что мы по факту как бы увидели так мало.
Но откровенно, куда больше лично меня расстроила история с отсутствием вообще вот рассказов про кучу крутых гонок, которые мы увидели в прошлом сезоне. Ребят, где Баку? Где Баку? Что там было? Вы вообще помните, что было в Баку? Вы помните, да, понятно, возможно, для зрителя эта история со СПА была как бы, ну, не очень интересной. Да, я понимаю, это, наверное, политические моменты, но, блин, ну не показать, не рассказать СПА, ну, как там было, ну, условно весело, да, ну, и все равно это событие года, ну, такая гонка. Как это можно было не показать? Там просто хаос. Ребят, здесь аромат жареного такого, знаете, вкусной какой-то булочки, жареного хлеба, то есть, ну, все логично, выглядит, конечно, потрясающе. Ну, смотрите, вода ушла, вермишель 2-3 минуты буквально здесь поварилась, она готова, мы ее снимаем и будем делать соус. Ребят, теперь нам нужен сотейник. В сотейник мы бросаем наше масло, топим масло, сразу добавляем сюда сахар, масло. Ну, я так еще, конечно, макароны не готовы, то есть это для меня тема вообще в новинку. Так, растопили масло вместе с сахаром. И мы добавляем сюда сразу кардамон. Это 1,5 чайной ложки. И мы добавляем замоченный в теплой воде шафран. Вместе со всеми вот этими тычинками и пестиками. Я, ребят, ну, отжалел как бы и купил, естественно, оригинальный шафран. О, посмотрите, как он сразу подкрасил этот соус нам. Да, он должен немного сейчас загустеть и выпариться. То есть вот наша задача, как бы, дать ему чуть-чуть, мы уменьшаем огонь. Вот, наша задача дать ему чуть-чуть загустеть и выпариться. Если честно, если заканчивать вообще тему Netflix, наверное, одно из самых удивительных разочарований для меня, в тот момент вот я понял, что, ну, как бы все, этот сезон можно реально просто не смотреть, выключать и уходить. Это был момент, где-то, наверное, 3-я или 4-я серия, когда был рассказ о победе Окона из Альпин. Ребят, это вот, ну, если кто-то смотрел прошлый сезон, вы помните, то есть это был рассказ о победе Окона, в котором не нашлось места для истории о том, как героически защищался Фернандо Алонсо от прорывающегося вообще на полном ходу через весь пелотон Хэмилтона, который просто прошел всех подряд, но Алонсо задержал его достаточно настолько, что, собственно, и позволил Окону вообще эту самую победу-то и получить. Ну где эта вся информация? Как это можно было не показать? Алло, Netflix, алло. Тут впору мне уже, как Тото Вольфу в конце сезона, кричать в рацию: No, Netflix, no! В общем, ребят, я не знаю, для кого этот сезон был смонтирован и показан. Если это было для новой аудитории, то, если честно, я сильно сомневаюсь, что они вообще смогли осознать, какой крутой сезон и сколько интриг, ну, они вообще пропустили. Если это было для преданных фанатов, то они вряд ли узнали что-то существенно новое о Формуле 1. И тем более об этом потрясающем сезоне. Итак, ребят, смотрите, у нас тут уже все более-менее готово. Что-то выпарилось, что-то загустило. Вот, видите, гуще стало все. Да, мы сюда забрасываем нашу вермишель, которая уже готова к этому. Так, посмотрите, все, вот я перемешал вместе с соусом. Смотрите, что происходит. Вот цвет, какой шикарный цвет вообще появился. Здесь есть сливочный аромат и очень интересный аромат приправ. Я не знаю пока, что вышло, я пока не буду пробовать. Это все отставлю в сторону, оно будет пропитываться и ждать наш финальный штрих этого блюда. Поехали. Смотрите, ребят, у нас здесь масло, сковородка и быстро делаем омлет из 2 яиц. Арабские страны предпочитают омлет просто из яиц, без молока.
без ничего. То есть, в принципе, вот просто оригинальных 2 яйца. И все. Наша задача быстро здесь сделать омлет. И обжарить его с 2 сторон. Посмотрите. Посмотрите, карамелизированная вермишель с потрясающим ароматом. Сладко-соленая, разных оттенков. И, конечно же, нежнейший омлет. Ну что, давайте уже пробовать, я уже в нетерпении. Так, я думаю, что тут нужно сочетание вот омлета с вермишелью. Я пробую. Вы знаете, это действительно необычное сочетание. Сладкие макароны я пробую вообще в своей жизни в первый раз. Вот. Давайте попробуем отдельно макароны. Действительно разные. Одни более поджаренные, хрустящие, вторые более нежные. Они откровенно сладкие, но за счет омлета достигается очень необычный и интересный баланс. Обязательно попробуйте приготовить у себя. Ну и, конечно же, смесь вот этих оригинальных восточных приправ позволяет этому блюду и простым, очень простым ингредиентам раскрыться и заиграть вот для меня абсолютно по-новому вообще. То есть это для себя я открыл новые вкусы абсолютно. Спасибо, что были со мной сегодня на канале. Уже через несколько часов нас всех ждет потрясающее, я уверен, начало сезона и первый гран-при этого сезона, гран-при Бахрейна. Вместе со мной вы увидитесь уже через неделю, потому что нас ждет вторая гонка сезона, гран-при Саудовской Аравии. И там я приготовлю вам еще один крутейший восточный завтрак. Пока не буду говорить какой. Подписывайтесь на канал, делитесь в комментариях о том, кто же, по-вашему, выиграет первую гонку и в целом, кто будет фаворитом в этом сезоне. Ну и свои пожелания по блюдам, которые вы хотели бы увидеть на этом канале. Пока-пока!